Всем привет! С вами я, Алексей Шведов, и сегодня расскажу вам о двух квестах, которые считаю несправедливо забытыми. Но для начала я хотел бы посмотреть вместе с вами, с чего же все начиналось, окунуться в небольшую ретроспективу и вспомнить рассвет жанра квест, каким он был. На самом деле, еще задолго до появления первых представителей жанра, да и компьютеров в целом, люди любили разгадывать загадки. Всяческие кроссворды, ребусы и детективные романы надолго увлекали любителей размять свои серые клеточки. Помимо того, что это уже неплохой досуг, это еще и хороший тренажер для мозга. И вот с появлением персональных компьютеров уже в конце 70-х в свет начинают выходить первые игры, косвенно относящиеся к жанру квест. Это были игры жанра Interactive Fiction, другими словами, текстовые адвенчуры. Одна из самых ранних, что мне известно, Adventureland 1978 года выпуска. В начале 80-х похожие игры начали выходить все чаще и чаще. И если в таких культовых вещах, как первые Зорки, а также небезызвестный Hitchhiker's Guide to the Galaxy не было ничего кроме текста, то чуть позже в игры начали добавлять хоть какую-то визуализацию и играть стало веселее. Появились такие известные представители жанра, как Adventure in Sirenia и Хоббит. А в 1984 году госпожа Роберта Уильямс меняет представление о квестах, создав первый King's Quest, где помимо визуализации текстовых команд игроку представляется возможность управлять главным героем. И это был настоящий прорыв. В 1986 году Sierra выпускает The Black Cauldron, в которой отказывается от текстовых команд. Это был большой шаг к упрощению игр. Также в 1986 выходит первый Space Quest. В 1987 Lucasfilm Games выпускает свою знаменитую Manic Mansion. Там игроку дали возможность выбирать команды для главного героя. Примерно в это же время вышли такие хиты, как Police Quest и Larry, где пока что оставался набор текстовых команд. В 1988 в свет вышел четвертый King's Quest. И он уже был ближе к тем самым квестам, что в итоге станут мега популярной золотой классикой, в которую мы играли в 90-х. Ну а некоторые сейчас в них играют, как я, например. Тут я должен сам себя поправить. В 1988 году вышла первая AGI-версия игры. А вот SCI, которую вы сейчас видите на экране, вышла в следующем 1989 году. В игре по-прежнему сохранилась система накопления очков за различные действия игрока. Текстовый ввод отсутствовал, графика немного улучшилась, появилась красивая музыка и поддержка Roland MT32. Ну а сложность игры значительно уменьшилась. Также вышли такие игры, как Police Quest 2 и Zack McCracken. В 1989-м Sierra выпускает один из моих любимых детективных квестов Colonel's Big Quest, в котором главная героиня Лаура Боу расследует серию загадочных убийств. В том же году Lucas выпускает свой очередной шедевр Indiana Jones and the Last Crusade. В 1990-м Lucasfilm порадовали игроков настоящим бриллиантом игрового мира. Их новый квест Loom вывел жанр на новый уровень. В игре отсутствуют какие-либо текстовые команды, игровой мир без преувеличения прекрасен, а сюжет погружает игрока с головой. Я уже не говорю про музыку в игре. Loom показал, какими могут быть квесты, задав абсолютно новый стандарт. В том же году Lucas выпустили знаменитый The Secret of Monkey Island. Monkey Island очень быстро завоевал сердца любителей квестов, вошел в разряд шедевров и сейчас является одним из представителей классики жанра. В 1991 компания Cocteau Vision создает первую часть моей любимой трилогии Goblins. В ней мы управляем тремя персонажами, где у каждого есть своя особенная способность. Также в игру добавили индикатор здоровья, дабы усложнить прохождение. Я уверен, что с этой игрой знакомы все, кому посчастливилось иметь компьютер 90-х. Она была супер популярна на территориях бывшего СССР. Также в 91-м выходят многочисленные продолжения успешных игр и их VGA-ремейки. 92-й год порадовал нас первой легендой Океаниании, о которой вы также наверняка наслышаны. И в этом же году вышел мой самый любимый квест Гоблины 2. Обе игры были очень популярны у нас благодаря неофициальным переводам на русский язык. И вот на дворе 93-й. Выходят такие игры, как «Седьмой гость», великолепный ужастик с кинематографичными вставками, Day of the Tentacle, до сих пор использующий текстовые команды глаголы, первый Gabriel Knight, сюжет которого годится для хорошего фильма, а также Sam & Max и первый Simon the Sorcerer. Ну а третья часть Гоблинов завершила собой замечательную серию про приключения чудаковатых существ в сказочных мирах. Да, кстати, позже вышла четвертая часть, но уже в 3D. К сожалению, не могу ее рекомендовать. А вот совсем недавно состоялся долгожданный релиз пятой части, и с ней я настоятельно рекомендую ознакомиться. Скачать демо-версию, а также приобрести игру можно по ссылке в описании. 94 год был очень урожайным. Выходит Beneath the Steel Sky, созданный Чарльзом Сесилом, тем самым, который позже порадует нас своими Broken Sword'ами.
Первая часть детского квеста «Рыбка Фредди», первый мист, вышедший в прошлом году на Маке, был адаптирован для ПК. Также Tex Murphy Under a Killing Moon порадовал игроков, имеющих возможность приобрести игру на 4 дисках. Вышел Woodroof, о диске, о котором я так мечтал в детстве, когда узнал, что это игра от той же компании, которая создала трилогию Гоблинов. На сборниках она мне, увы, не попадалась. Пришел 1995, приготовивший множество сюрпризов. Любители седьмого гостя радовались 11 часу. Второй Gabriel Knight представлен в виде чего-то типа интерактивного кино, а точнее FMV. Да, подобного типа игры уже были, но такого уровня, по-моему, еще нет. Также вышел знаменитый Дик по сюжету киносценария, написанного самим Стивеном Спилбергом. Ну и, конечно же, такие бессмертные вещи, как Full Throttle, распространявшийся у нас в знаменитом океловском переводе. Discworld по мотивам книг Терри Пратчетта, жуткий I Have No Mouths and a Must Scream с гнетущей атмосферой, Lost Eden, музыку и атмосферу которого игроки вспоминают до сих пор. Мой любимый FMV Horror Quest Phantasmagoria, который по-настоящему пугает и очаровывает своей атмосферой одновременно. Торин's Passage, известный у нас как Странствие Торина. Пришел 96-й год, а вместе с ним Ace Ventura по одноименному фильму. Возможно, не самый лучший квест, но почему-то очень известный у нас в то время, как и Розовая Пантера, Право на риск. Скорее всего, опять же, благодаря переводам на русский язык и тогдашнему игражуру. Также мы увидели Toonstruck, вышедший в том же году, сказочный Fable и еще 3 игры, вызывающие у меня бесконечную любовь и уважение. Это же пластилиновый Neverhood, переведенный дядюшкой Research как «Не верь в худо». В нем идеально все, и я сейчас не про перевод. Одни саундтреки чего стоят. Это, конечно же, Ларри 7, куда без него. Его обсуждали всем двором и школой. Ну и Broken Sword, сломанный меч, тень тамплиеров. Я вроде начал знакомство с серией со второй части, и она мне нравится больше, но первая не хуже. 1997 год. Выходят отечественные квесты в «Братья-пилоты» и «Гэг». Многие по сей день ругаются на загадку с холодильником. А за бигбоксы с этими играми коллекционеры готовы платить сумасшедшие деньги. Также вышла UFO, приключения инопланетянина, она же невероятные приключения Сникерса в России. Отличный квест, который никакого отношения к России, конечно же, не имеет. Еще вышел Last Express. Его вообще не с чем сравнивать. Настолько в нем уникально просто все. Зорг, Grand Inquisitor, тоже, думаю, многие вспомнят. Конечно же, непревзойденный Blade Runner со своим обилием различных концовок. Ну и еще добавлю сюда Voodoo Kid, который был известен у нас под названием «Корабль похищенных душ». 97-й сменился 98-м, который радует нас Петькой Василием Ивановичем, спасающим галактику. Немного противоречивый квест, которому в любом случае надо отдать должное, ведь он стал неотъемлемой частью ушедшей эпохи. LucasArts выпускает очередной шедевр Grim Fandango. Несмотря на 3D инновации, игра получилась очень достойная. Если честно, я по-прежнему признаю только 2D квесты, но Grim Fandango является одним из исключений. Еще в 98-м вышел Tex Murphy Overseer и несколько других продолжений ранее известных квестов. И вот уже 99-й, выходит квест Longest Journey и сразу же становится одним из лучших квестов всех времен и народов. Также Discworld Noir порадовал игроков своим прекрасным миром. Да вот и все в принципе. На этом золотое время квестов закончилось. Сейчас должны последовать многочисленные... А как же вышедшая в... Ведь это тоже отличный квест. Да, я не буду спорить. За это время действительно вышло очень много хороших квестов и настоящих шедевров. Я их не перечислил по 2 причинам. Первое из них, если вы еще помните, видео это вообще-то о 2 забытых квестах, о которых я никак не начну свой рассказ. Ну а вторая, я хочу, чтобы вы в комментариях указали, какие бриллианты квестостроения я упустил. А также рассказали о своем самом любимом квесте. А если вы еще добавите коротенькое, но интересное описание, то возможно именно по вашей рекомендации я и сниму следующее свое видео. Там я буду делиться своими первыми впечатлениями, но если, конечно же, я не играл в эту игру ранее. Да, конечно же, даже после конца эпохи 90-х в свет выйдут такие неплохие квесты, как Обе Сибири, Dreamfall, Still Life, Black Mirror и, наверное, все. На фронте инди-квестов дела куда лучше. Выйдут такие жемчужины, как Gemini Rue, Thimbleweed Park, To the Moon, Downfall, The Cat Lady, Friendball, Саморост, Machinarium, The Last Door и, возможно, некоторые другие, о которых я не знаю. Ну и как в мире кино, музыки и многого другого, конец 90-х ознаменовал собой переломный период, когда творчество и энтузиазм сменились на погоню за деньгами. Ну, зато благодаря прогрессу и высокоскоростному интернету у нас с вами есть возможность просвещаться и ознакомливаться со старыми квестами, которые мы упустили в детстве.
Лично я уже подготовил для себя достаточно большой список таких игр и по мере возможности стараюсь их проходить. Выбирал я эти квесты по разным критериям. Это и просто какие-то игры, которые остались у меня в памяти, но почему-то так и не сложилось в них поиграть. Это и мои любимые игровые журналы, различные рейтинги, да и просто рекомендации ценителей жанра квест. И пока я составлял для себя этот список квестов, которые хорошо бы успеть пройти в этой жизни, меня посетило чувство ужасной несправедливости. Ни один из этих рейтингов не включал в себя 2 квеста, находящихся в числе моих любимых. В журналах о них ни слова, никто их мне не советовал, поэтому я считаю просто своим долгом рассказать вам о них. Ну, просто чтобы вы хотя бы знали, что они существуют. Начну с Guilty. Игра также известна как Innocent Until Call 2. Разработчик Divided by Zero выпустил игру в 1995 году. Игра является второй частью Innocent Until Call, выпущенного 2 годами ранее. В обеих частях фигурирует главный герой Джек Ти Лад. И тут может возникнуть вопрос: а почему здесь не про первую часть? Отвечаю. Во-первых, в детстве у меня была только Guilty. Во-вторых, несмотря на то, что первая получилась довольно хорошей, в ней нет главной фишки второй части, о которой я расскажу чуть позже. Заставка игры повествует нам о межгалактическом воре Джек Ти Лад, укравшем корову ради собственной выгоды. Но что-то, видимо, пошло не так, и наш герой уже стоит с поднятыми руками. Как оказалось, космический полицейский Ясень Андропат выследила вора и арестовала его. Теперь мы под ее конвоем на космическом корабле следуем в тюрьму. И вот тут самое интересное. Нам дают возможность выбрать персонажа. Будем ли мы играть за женщину полицейского или же за вора Джека Ти Лада. Может, подобные квесты существуют, но я таких не знаю. Сюжет от нашего выбора не изменится, а вот подход к прохождению игры будет иной. Ведь изначально наш герой Джек Ти Лад делает все, чтобы устроить побег, а полицейский Андропат не дать ему сбежать. Игра имеет все достоинства своих ровесников. Хорошо прорисована графика для того времени, передающая фантастическую атмосферу, озвучка главных героев и фоновая музыка. Да, вот, кстати, с музыкой тут не совсем все хорошо, но это лично на мой вкус. Хоть она и в разных локациях разная, но когда долго проходишь одну локацию, откровенно начинает надоедать и уже хочется ее выключить. Нашим героям доступно 6 действий: брать, нажимать, идти, смотреть, использовать предметы и говорить. На самом деле я рад, что ограничились именно этим и не добавили разных там тянуть, толкать, прыгать и тому подобного, что меня откровенно раздражает в некоторых квестах. Инвентарь отображен на главном экране, что очень удобно. Всегда видно, что мы несем с собой. Раскладывать в нем вещи можно на свое усмотрение. Также в игре присутствует мини-карта. Честно говоря, не знаю, есть ли в ней толк, но она есть. Игра мне чем-то напоминает Beneath the Steel Sky. Загадки в ней логичны, ее вполне возможно пройти, не подглядывая в прохождение. Пиксель-хантинг присутствует и местами очень жесткий. Ну, что вы хотели? 95-й год. Насколько я помню, меня только лабиринт озадачил ближе к концу игры. Я бы очень хотел показать больше игровых локаций, но не хочу испортить впечатление от первого прохождения, если вы еще не играли в нее. Да, кстати, тут еще присутствуют интересные настройки, где можно выставить скорость передвижения персонажа, а также отредактировать скорость субтитров. Уровни звуков и музыки тоже можно настроить на свое усмотрение. Опять же, это очень удобно и приятно, что такие возможности есть. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой игрой всем ценителям квестов. Ссылка на игру в описании. Кстати, в этом же году компания Divided by Zero выпустила еще одну игру – Orion Conspiracy. Ну, про нее я расскажу уже как-нибудь в другой раз, а пока перейдем к следующей. Curse of Enchantia. Проклятие Энчантии. Игра была разработана в 1992 году компанией Core Design. Они подарили нам такие хиты, как Rick Dangerous, Dangerous я называл его в детстве, и Tomb Raider. Да-да, происхождение Лары Крофт мы обязаны как раз Core Design. Но давайте вернемся уже к проклятию Энчантии. Сюжет игры заключается в том, что ведьма сказочной страны Энчантии при помощи магии похитила паренька Брэда из нашего мира. Он нужен ей как один из компонентов зелья вечной молодости. И теперь нам предстоит помочь юноше выбраться оттуда. И возможно даже победить ведьму, чтобы она больше никому не навредила. Игра начинается в темнице, из которой будем вызволять нашего героя. Зовем стражника, который просит нас заткнуться и тут же дает ключ или теряет его, что более логично. Да, кстати, в игре есть как поддержка привычного саундбластера, так и EMT-32. Так вот, во втором и без того редкие в игре голоса заменены какими-то звуками. Но зато в игре сменяются мелодии, в отличие от саундбластера, где на протяжении всей игры звучит одна и та же музыка. Для своего времени игра нарисована очень хорошо.
Лично меня игра очень впечатлила своей атмосферой, когда я с ней познакомился в середине 90-х. И даже сейчас, когда запустил ее, чтобы подготовить это видео, она меня порадовала. Это еще один тот случай, когда игра прошла проверку временем. В принципе, с квестами это часто случается, значительно чаще, нежели с другими жанрами. Диалоги в игре отсутствуют, но это никак не портит общего впечатления. В основном просто любуешься разнообразными экранами, улыбаешься от своеобразного юмора и ломаешь голову над тем, куда что применить, чтобы продвинуться дальше. А вот загадки местами совсем нелогичны. Признаться честно, при прохождении мне все-таки пришлось воспользоваться подсказками. Кстати, помню, что по какой-то причине тогда у нас не работали сейвы, и каждый раз приходилось начинать игру заново. Спустя годы игра попалась на каком-то сборнике, и там уже сохранения работали без проблем. Но вот только дойдя до определенного момента, игра намертво зависала. Да и сейчас, записывая это видео, попался вот такой вот визуальный баг. Несмотря на свои недостатки, игра получилась очень увлекательной. Если вы любитель квестов и находитесь в поиске чего-то стоящего, то обязательно попробуйте Curse of Enchantia. Уверен, что игра вас не разочарует, а местами даже удивит. Спустя пару лет Core Design выпустили Universe, с которым мне только предстоит знакомство. Но, судя по обложке и скриншотам, это что-то многообещающее. В принципе, на этом все. В этих двух мини-обзорах я старался избежать спойлеров, чтобы не испортить ваше впечатление от первого прохождения. Я надеюсь, что кто-то из вас заинтересуется этими квестами, пройдет их и будет также рекомендовать их, как и я, чтобы эти квесты окончательно не канули в лету. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч!